А вот это вот часы и лампочки, это где это? А вот это что за букварь у нее лежит? Ну, вот погрузка самосвалов. Это не букварь. Это учет машин. Вот каждый квадратик – это 10 машин. В данном случае, например, 10 машин. Внутри каждого квадратика используются 4 точки и 6 соединяющих эти точки линий. В том числе и линии, которые идут крест-накрест. Здесь 110, а здесь 80, 190 машин. Он таким образом я отмечал и количество машин, и время их прибытия. Вот наполняет кузов самосвала, а самосвал везет бетон к пункту перегрузки. Там этот самосвал поднимал кузов, бетон сливался в миксеры, а миксеры везли бетон этот на строительство саркофага. А бетон делался на бетонных заводах, которые расположены вне зоны 5-километровой, вот так скажем. В Лилеве был завод, в Копачах был завод, в Чернобыле 2 было завода. Похоже, это в Лилеве. Лилев – это поселок, расположенный на границе 10-километровой зоны. Двухсторонний принцип движения. Одна машина с этой стороны заходит, а вторая машина с этой. Вот сейчас этот МАЗ уйдет, а этот продвинется. А заводы работают непрерывно. Смешивают щебень, цемент и песок. Это где-то месяц сентябрь-октябрь. Октябрь, наверное. Машины были новые, поставлены в свое время. С Минского автозавода шли навехонькие грузовики, во что они превратились в обляпанные раствором монстры. Большинство этих машин не выпустили из зоны, поскольку они были грязные. Но часть машин были переданы сельскому хозяйству. Сельскохозяйственные предприятия, руководители транспортных служб у нас сидели в приемной постоянно. Но мы отмывали одну машину из десятка. Вы знаете, о людях можно много говорить. У нас в основном все люди хорошие. Многие, приехавшие сюда на 2 месяца, дали согласие на повторный срок. За эти 2 месяца служащий набирал 20 БР. А если он не набирал, смотрели по уровню набранной дозы и определяли срок его возможной службы. 2 месяца еще продлить могли только тем людям, у которых доза была менее 2 БР. Вот это вот измерительный пункт. По уровню погружения вот этого датчика определялась наполняемость кузова. И оператор, управляя вот этим гидроцилиндром, помещал датчик в кузов. По высоте поглощения определялась величина раствора в кузове. Машины после их использования были в свое время захоронены на Буряковке, в хранилище, которое специально спроектировало и подготовлено было в НИПе этом, Всесоюзным научно-исследовательским проектным энергетическим институтом. Я подозреваю, что эта очередь образовалась из-за простоя этого бетонного завода. Но таких очередей не было.
при нормально работающем заводе и при нормально работающем пункте перегрузки таких очередей не было. Это, видимо, что-то случилось. Долго стоит начальник, ужасно долго. А это пункт перегрузки. Вот это миксеры стоят, крутят барабаны. В них заливается тот бетон, который привезли МАЗы. Миксеры на земле, а МАЗы выше их заезжают и вываливают. В эти миксеры выгружают бетон, бетонный раствор. А миксеры везут дальше в саркофаг. Каждый миксер брал 2,5 тонны в среднем этого раствора. Это МАЗ-самосвал. Самосвал сейчас заедет на эстакаду, поднимет кузов и перегрузит весь этот бетон в миксер. Рабочие очистят кузов. Дочистят кузов. Потому что раствор, пока его везут в МАЗе, он расслаивается. Бетонный раствор имеется в виду. Вода сверху, а бетонные массы, они, как правило, внизу и прилипали к кузову. Вот эти вот скребками рабочие, ну, солдаты, как правило, 605, они очищают кузова этих самосвалов. В саркофаг было уложено около 300 тысяч кубометров бетона. Один куб бетона весит 7,8 тонны, по-моему. Так вот, посчитайте, какой вес был перевезен с помощью этих вот миксеров.